Hare Krishna. Хари So, Кришна. we are reading from Srimad Bhagavatam. Мы читаем Шримад Бхагаватам. So, let me find out the verse. It is on the screen. Oh, open the Yes. screen. Yeah. So, verse is like this. Astame meru devyam tu nabir jat urukramaha darshayan vartan dhiranam sarvashramanam askrutam. So, verse says as follows. Translation. The eighth incarnation was King Rishabh, son of King Napi, and his wife Meru Devi. In this incarnation, the Lord showed the path of perfection, which is followed by those who have fully controlled their senses and who are honored by all orders of life. Just to save time, I will read the translation and purport in Russian, and then we will go on with the class. Okay? Yeah, please. Ага. Перевод текста и комментарий к нему его божественной милости Абайчарана Равинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада Ки Джай. Восьмым воплощением был царь Ришабха, сын царя Напхи и его жены Мирудеви. В этом воплощении Господь показал путь к совершенству, которым следуют те, кто полностью обуздал свои чувства и кого почитают представители всех укладов жизни. Комментарий. Человеческое общество естественным образом делится на 8 групп, 4 профессиональных сословия и 4 уклада жизни, соответствующих разным уровням культурного развития. 4 профессиональных сословия – это сословие людей интеллектуального труда, сословие правителей, сословие людей, занятых торговлей и производством, и сословие рабочих. А ученичество, жизнь домохозяина, отход от мирской деятельности и жизнь в отречении – 4 ступени культурного развития на пути духовного самоосознания. Высочайшим из них считается уклад жизни в отречении – саньяса. По своему положению саньяси – духовный учитель всех сословий общества. Саньяса также делится на 4 ступени по степени приближения к совершенству. Они называются Кутичака, Бахудака, Паривраджакачарья и Парамахамса. Парамахамса – это ступень наивысшего совершенства. Тех, кто достиг ее, почитают представители всех остальных укладов жизни. Махараджа Ришабха, сын царя Напхи Мирудеви, воплощение Господа. Он учил своих сыновей идти к совершенству, практикуя тапасию, которая очищает человека от грехов и позволяет обрести духовное счастье, неприходящее и вечно возрастающее. Каждое живое существо ищет вечного и безграничного счастья, но никто не знает, где его найти. Глупые люди стремятся к материальным чувственным наслаждениям, которые заменяют им истинное счастье. Они, однако, забывают, что собаки и свиньи тоже наслаждаются временным, в кавычках, счастьем чувственных удовольствий. Чувственные удовольствия доступны и зверям, и птицам, и домашним животным. Любая форма жизни, в том числе человеческая, предоставляет все возможности для такого счастья. Однако человеческая жизнь предназначена не для таких дешевых удовольствий. Ее смысл в том, чтобы, идя путем духовного самоосознания, достичь вечного и безграничного счастья. К этому духовному самоосознанию приводит тапасия, то есть путь добровольных епитимий и воздержания от материальных наслаждений. Того, кто приучен воздерживаться от материальных наслаждений, называют дхирой, то есть человеком, которому чувства не доставляют беспокойств. Только дхиры способны выполнять правила саньясы и постепенно подняться до уровня парамахамс, почитаемых всеми членами общества. Это учение проповедовал царь Ришабхадева, и в конце своей жизни он стал полностью независим от потребностей материального тела. Глупцы пытаются имитировать это состояние, но в действительности этой стадии достигают лишь немногие, и они заслуживают всеобщего почитания. Хари Кришна. So, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Жай. So, as the name of the chapter is, Krishna is the source of all incarnations.
Текст, мы читаем текст из главы, которая называется «Кришна – источник всех воплощений». So in this chapter, we'll try to understand that how Lord Sri Krishna is the source of all other incarnations. И читая эту главу, мы пытаемся понять, каким образом Кришна является источником всех этих воплощений. Generally, in India, people consider Lord Vishnu as the source of incarnation, especially in the South India. Обычно в Индии, особенно в Южной Индии, люди склонны считать источником всех воплощений Господа Вишну. And that misconception particularly arises because people have not thoroughly understood the scriptures. Причина существования этой ошибочной идеи заключается в том, что люди как следует не изучают Священное Писание. Though there is no difference between Lord Krishna and Lord Vishnu, he is the same person. Нет разницы между Господом Вишну и Господом Кришной, это одна и та же личность. It's like one person is in the home and other person is in the office. Одна и та же личность. Личность у себя в офисе, в рабочем кабинете, и личность у себя дома. But the person is the same, but his mood is different. When he's in office, he acts differently, and when he's in home, he acts differently. Личность одна и та же, а поведение в зависимости от ситуации отличается. То есть эта личность определенным образом ведет себя в своем рабочем кабинете, а дома ведет себя по-другому. And just like a judge when he's in home, he is free. He's playing with the children and he's making jokes and he's happy, blissful. He may wear whatever he wants to. But when the same person, same judge goes to office, he has full dress, he has a protocol, and people greet him with respect, with honor. So the mood of the person is the same, but he acts differently. Например, человек работает судьей. Это один и тот же человек. Если он дома, то он может играть и шутить со своими детьми, радоваться семейной обстановке, делать, что захочет. Когда он идет к себе в суд на работу, он надевает мантию, люди выражают ему почтение, он выполняет там свои обязанности. Личность одна и та же, но проявляет себя по-разному. When judge is in the office, you cannot crack jokes with him. And when he's at home, like he's free and everybody is enjoying cracking jokes, he completely forgets that he's a judge or something. In home, he's completely free without having any uh, sort of reverence or honor or things like that. Because love, when there is Aishwarya, Aishwarya means opulence, when that comes in, when you know that he is such a great person, you cannot have a free loving exchange with him. So when he's home, his devotees forget that he's God, and he also forgets that I am God. And they are having free, complete loving exchange without any tinge of his knowing his opulence, his Aishwarya, things like that. Когда судья на работе, с ним не пошутишь, но когда приходишь к нему домой, там уже он свободен от всех этих условностей, и там, в принципе, можно шутить. Точно так же есть умонастроение айшвария, то есть вот это настроение, когда мы проявляем благоговение и почтение по отношению к той или иной личности, это настроение проявляется по отношению к Господу Вишну. Но когда мы говорим про духовную обитель, то там и про Мадурию, то там Верховный Господь сам забывает о том, что он Верховный Господь, и его спутники, его окружение забывают об этом тоже, и у них происходит свободный, духовный, трансцендентный взаимообмен чувствами в этих отношениях. Just like in Bhagavad Gita also we see when Arjuna realized when he saw his Virat Rupa, his universal form, immediately Arjuna was full of reverence and also he was a little bit afraid that I have committed several offenses against you. I called you a different names and I called you like a friend, sometimes joked with you. So, that mood of reverence comes up, and the free loving exchange you see it subdues or goes down, it reduces in some way.
В Бхагавад-гите в 11 главе описывается, как Кришна являет Арджуне эту вселенскую форму, в результате чего в сердце Арджуны проявляется это благоговение, почтение, и он начинает просить прощения у Кришны, что он непочтительно до этого относился к нему, шутил с ним, называл разными именами и так далее. То есть, таким образом, это тема, это настроение близких отношений сходит на нет и проявляется айшвария, то есть почтение, благоговение. And we can also generally see in our daily activities, if your friend become very rich, he becomes like stinking rich, he becomes a billionaire. So you will see the relationship will not remain the same as it used to be before. Аналогичным образом в обычной жизни бывает такое, что есть два друга, один из них стал миллиардером. После этого их отношения уже никогда не будут прежними, они неминуемо изменятся. The relationship immediately changes as soon as you come to know that person next to you is so super rich, and you cannot like have exchange that you used to have before. So it requires some level of equality to have that loving reciprocation, loving exchange. So Lord Himself uh, forgets His godhood by His eternal potency Yog Maya, and the devotee also forgets or do not want to understand his godhood. Even Lord Krishna many times has shown Mother Yashoda, he has shown universe in his mouth, but still Mother Yashoda was never ready to believe that my son is God. Although many times Lord performed super wonderful pastimes inconceivable to human beings, but Mother Yashoda thought maybe my son is haunted by a ghost, and she never believed in that kind of thing. And so many, he lifted up the Govardhan hill, but still she never believed that. Достаточно одному из друзей обрести сверхбогатство, и уже тут же неминуемо и навсегда меняются отношения. Что касается отношений Господа Кришны с его вечными спутниками, то под воздействием йога майи, под воздействием вот этой вечной энергии Господа, его спутники никогда не воспринимают Кришну как верховную личность Бога. Матушка Ишода видела вселенскую форму у него во рту. Также его вечные спутники, они участвовали в этой Гавардхан-лиле. Кришна защищал их, подняв на мизинце левой руки Хом Гавардхан. Но ни один из них не считает Кришну верховной личностью Бога. Матушка Ишода по-прежнему беспокоится, как бы Кришну не одолели злые духи. И вечные спутники могут считать это могущество Кришны проявлением его йогической, мистической силы или считать его одним из полубогов, но никак не верховной личностью Бога. In fact, there was a meeting one time in Nandgaon, and Nand Maharaj was sitting and all the cowherd man, they started discussing that we think when this incident happened after Lord Krishna lifted up the Govardhan hill, and they said, we now strongly believe that your son is not a human being. We He is, yeah. We strongly believe that he is not human being. Or what? I was saying that the Brajvasis, the coward man, having discussion in Nandgaon, that this incident is happening after Lord Krishna lifted the Govardhan hill. They are discussing among themselves, and they are saying to Nand Maharaj, we think that your son is not a human being. He must be either God himself or he is some demon. В Нандаграме, после того, как произошла эта Гавардхан-лила, после того, как Кришна всех спас и защитил, Нанда Махарадж и другие пастухи, старшие пастухи, собрались и стали обсуждать, кто такой Кришна, и пастухи говорили Нанде Махараджу, это или сам Господь, этот твой Кришна, или какой-нибудь выдающийся демон. And then the discussion further continued, and Nand Maharaj said, if he was a demon, so demons make friendship with demons, but he's not making friendship with demons. In fact, he's killing demons. So he cannot at least be a demon.
Они So стали let the это все, discussion continue. стали все это обсуждать, и Нанда Махарадж сказал, если бы Кришна был демоном, он бы дружил с другими демонами, но он же не дружит с ними, он же их убивает, поэтому он не демон. Мгм. And then Nand Maharaj, Nand Maharaj further said uh, that you are all suggesting that he is God or maybe he is at least some demigod. So we see he cries every day and he asks for food and he is like he's behaving exactly like a child. So I don't think my son is God. Потом Нанда Махарадж сказал, вы говорите, что Кришна, может быть, это Верховный Господь или какой-нибудь полубог, но Кришна у меня ведет себя в точности как маленький ребенок, поэтому я не считаю, что он бог или полубог. And uh, Nand Maharaj still kept arguing, no, no, my son is my child. And all the cowherd men said, we 100% believe that you are a Gopa, you are a cowherd man. But now we have full doubt about your son, that he must be at least some demigod or god. А, Так они продолжали обсуждать, и старшие пастухи сказали Нанде Махараджу, в отношении тебя у нас нет никаких сомнений, что ты пастух, но вот что касается твоего сына, то он или полубог, или бог. So Nand Maharaj then gave the argument that when Gargachari came to our house and he made the prophecy that your son will act like Narayan. Нанда Махарадж сказал пастухам, к нам приходил Гарга Муни, астролог, он сделал предсказание, что мой сын будет действовать в точности как Нараяна. So that's how the argument goes. The idea is that these devotees in Vrindavan, Brajvasis, they can never be covered by Aishwarya. No matter what Krishna does, how inconceivable activities, wonderful activities he might do, but still they will never believe that Krishna is God. В общем, идея заключается в том, что жители Вриндавана никогда не подпадают под воздействие Швари, то есть вот этого настроения благоговейно-почтительного, независимо от того, какие бы удивительные лилы не являл Господь Кришна. Especially Nand Maharaj and Jashoda ji, they can never can't even think in their imagination that Lord Krishna is not my son. Нанда Махарадж и Шода Мата не могут даже помыслить, даже вообразить, что Кришна – верховная личность Бога. And after this incident, the news went around and everybody kept saying that, oh, Krishna is a demigod. And his friends were saying, Krishna's Gopa friends were saying, oh, we know him, we have defeated him several times in the wrestling. And we know we ride on his shoulders when he is defeated in the game. So that's how they were also saying, no, no, we don't think he's God. После того, как произошла эта Говардхан Лила, по Вриндавану пошла молва о том, что он полубог, и мальчики-пастушки возражали, они говорили, нет, мы играем с ним, если он проигрывает, то он катает нас на своих плечах, поэтому какой он бог или какой он полубог. In fact, Brajvasis are not at all pleased when they are told that Krishna is God. Когда жителям Вриндавана говорят о том, что Кришна бог, им это не нравится. Because they love to have complete, pure, loving exchange without any tinge of reverence for the Supreme Lord. Потому что им нравится иметь с Кришной эти непосредственные трансцендентные отношения, ничуть не покрытые и не омраченные настроением почтения и благоговения. Because anybody who has experienced the sweetness of Sri Krishna in Vrindavan, he is not at all affected or desires to see any Aishwarya or opulent form of the Supreme Lord. Достаточно человеку испытать эту вриндаванскую сладость Кришны, и его уже не пленит, не привлечет настроение Ашвари.
So in this chapter, the incarnations has been described of the Supreme Lord. В этой главе описывается воплощение Верховного Господа. So first of all, Lord Krishna expands Lord Balram from his right side. Сначала является экспансия Кришны, которая называется Господь Баларама. And the second expansion is Srimati Radhika, the dearmost expands from the left side of the Supreme Lord. Баларама располагается по правую сторону от Господа Кришны, а по левую сторону располагается его второе воплощение, очень дорогое ему, это Шримати Радарани. And then Lord Balram further expands into four expansions. They are known as Vasudev, Pradyumna, Aniruddha, and Sankarshan. И также есть четверная экспансия, это Санкаршана, Прадюмна, Анирудха и Васудева. Their order is exactly like first comes Vasudev, then comes Sankarshan, then comes Pradyumna, and fourth is Aniruddha. Они в конкретном порядке являются сначала Васудева, потом Санкаршана, потом Прадюмна и потом Анирудха. Адбхута Нрисимха Прабhu, actually we expect your remembrance about Guru Maharaj mainly. Really? Really? Oh, I you sent me the verse, so I thought. I forgot to tell you about this, or I didn't. You didn't tell me this. Oh, Actually, you sent me really? the verse number, so I thought you want to discuss on Bhagavatam. Can you share some remembrance just on this point? Yeah, Is sure, it sure. possible? We can switch to that topic because Sure. it is Sangha of our God brothers and God sisters. Got But it. the expansions is also important topic, of course. Okay, so we'll now switch to glorification of Guru Maharaj. А Is that сейчас, it? а сейчас мы будем Гуру Махараджа прославлять. Okay. So there are many wonderful pastimes of our Guru Maharaj. Гуру Махарадж явил множество замечательных лил. So one time in old days when Guru Maharaj was not very popular, it is in the 90s when he just started preaching in Delhi. Давным-давно, в 90-е годы, когда Гуру Махарадж не был такой известный и популярный, произошла одна история. And Maharaji was once traveling in a train and he was alone. Однажды он один, Гуру Махарадж, ехал в поезде, путешествовал в одиночку. There were not many followers and practically you can see he was alone traveling in the train. На тот момент у него не было так много последователей, поэтому он в поезде ехал один. And there were one disciple of Maharaj who was also traveling in the same train and somehow they accidentally met in the train. В этом поезде ехал его ученик, и каким-то образом они встретились. It was a winter season and it was very cold. Дело было зимой, было очень холодно. And Maharaj didn't carry any sort of kambal or things like that, but this disciple was carrying some woolen kambal. Гуру Махарадж не взял теплых вещей, никакого чадра, одеяла не взял, а у ученика было шерстяное одеяло. And the disciple said to Maharaj, Maharaj, you take this kambal. You are a spiritual master, so I want to offer it to you. Maharaj said, no, I don't know. You take it. And there was competition, and finally he was able to convince Maharaj, no, Maharaj, you have to have this. I cannot have this in front of your presence. И тогда этот ученик сказал: вы гуру, поэтому вот вам одеяло, пользуйтесь. А гуру Махарадж сказал: нет, оно твое, пользуйся. И так они некоторое время пытались друг друга убедить. Все закончилось тем, что ученик убедил гуру Махараджа, что надо взять одеяло. And Maharaj took the blanket for a while, and after some time, the devotee, there was like he was pretending to sleep because you cannot sleep when there is so much cold, and he felt with warm, and he saw that the kambal is now over him, and Maharaj is
without any cloth or without any blanket like that. Means he was sleeping and he felt that someone gave him blanket back or what? Maharaj returned that blanket back to the devotee, the disciple, and Maharaj was without any blanket now. А, Гуру Махарадж взял это одеяло на какое-то время, а тот преданный лег спать, заснуть он не мог, потому что было холодно, и потом вдруг чувствует одеяло на нем. Это Гуру Махарадж ему вернул одеяло. So that's the sacrificing spirit of Maharaj. He's not like enjoying the gifts of the disciples, and he's so austere, and he's always saying that other people are happy. He's happy to have the position of sacrifice and austerity. Гуру Махарадж был счастлив находиться в этом духе аскетизма, духе самопожертвования. Он очень аскетичный и счастлив был тем, когда счастливы другие. То есть он не наслаждался теми дарами, теми подношениями, которые приносили ему ученики. У него не было такого настроения наслаждаться этими подношениями. And another pastime which I remember, once a devotee was telling that in old days, still in 2000s, the preaching is growing in Delhi. One devotee disciple was carrying Maharaj in a car. Есть еще одна история, ее мне один преданный рассказал, она произошла уже в нулевые. Один преданный вез Гуру Махараджа на машине. And summer seasons are very hot in Delhi. And so he was carrying Maharaj, and petrol was, a bit less. So he was sometimes switching on AC, sometimes he was switching off AC. Было жарко, было лето, было жарко, и иногда who was switching on AC, driver or Maharaj? The disciple who was carrying Maharaj in the car. Ага, и поэтому этот ученик, потому что было жарко, он вот этот кондиционер в автомобиле то включал, то выключал. А выключал он потому, что топлива в машине уже было не так много, поэтому вот он выключал его иногда. And he said to Maharaj, I'm really sorry, my petrol is less. If it finishes in between, then what will happen? So Maharaj replied to him that I am not affected by hot and cold. И ученик говорит: я прошу прощения, что приходится вот так вот выключать, потому что топлива осталось мало, и что мы будем делать, если автомобиль прямо посреди дороги остановится? А Гуру Махарадж ему ответил: на меня жара и холод не влияют. And Maharaj said, Maharaj in fact said, I'm above hot and cold. Я вне сферы воздействия жары и холода нахожусь, сказал он. He in fact further said, I'm above man and apman, I'm above respect and disrespect, I'm above happiness and distress. Счастье, горе, честь, бесчестие меня тоже не затрагивают. So Maharaj manifested the qualities of Samdarshina, who remains equanimous in all the situations of up and down, happiness, distress, respect, disrespect, and all these things. Гуру Махарадж проявлял это качество самадаршинаха, то есть способность равным образом относиться к разным проявлениям двойственности материального бытия, таким как жара, холод, честь, бесчестие, счастье, горе и так далее. And Maharaj had this extreme compassion in his heart. Once he was going through a car, and immediately in between on the road, he asked the drivers to stop the car, and he got down and he started chanting. The disciples asked, what happened, Maharaj? Maharaj told him, there are some ants who has died, and I want to chant for them. В сердце своем Гуру Махарадж носил исключительно чрезвычайной степени сострадания по отношению к живым существам. Однажды он ехал в автомобиле и велел остановить автомобиль и начал громко читать, повторять святое имя. Ученики спросили, что произошло. Гуру Махарадж сказал: тут вот
Муравей один погибает на дороге, я вот для него повторяю Хари Кришна Махамантру. And Maharaj, I have seen in Maharaj's character, he was extremely compassionate, very sensitive, and very considerable about other devotees. Таков характер Гуру Махараджа, он очень сострадательный, очень э, склонный вникать в ситуации живых существ вокруг себя э, и заботиться. Maharaj used to come here in Ghaziabad, and once we were discussing Maharaj, although Maharaj was, very perfect and precise in his austerities, he never missed, for example, Mangalarti, and he would be on time, he would do deity worship, and he never missed meetings. He was working day and night, sleeping only around 4 to 5 hours, not more than that, sometimes even less. And but when it comes to other devotees, he was very liberal. In the sense, he was liberal to... Liberal in the sense he was considerate. I'll give you an example later on. Окей. Сам Гуру Махарадж к себе был очень требовательным. Он спал в сутки от 4 до 5 часов, никогда не пропускал Мангала Арати, всегда приходил вовремя на различные собрания и встречи и так далее. Но что касается других преданных, к ним он не был таким требовательным. Maharaj, of course, expected all of us to follow strict rules and regulations, waking up early in the morning, doing Mangalarti and everything. And Maharaj would come every time and then ask who all are here who are attending Mangalarti every day. С другой стороны, он строго следил за тем, чтобы мы соблюдали все стандарты, приходили на утренние программы. Он приезжал к нам сюда в храм в Газиабаде и по окончании утренней программы спрашивал, кто был на программе, кто не был. And he would ask, are you all attending Mangalarti every day? And some of the people, they didn't raise their hand. And another devotee, the senior devotee here in the temple, he comes, Maharaj, he is not coming. And the devotee was not coming. He was feeling embarrassed. Oh, I am not coming. I am not able to come to Mangalarti. And then Maharaj replied, I think some devotees require little more sleep. Ага. И бывало такое, что во время даршинов он спрашивал, вы все ходите каждый день на Мангала-арати? И некоторые не поднимали руки, и бывало такое, что кто-нибудь из старших преданных тоже там на кого-нибудь показывал, говорил, вот этот вот не ходит. И тогда Гуру Махарадж говорил, вы знаете, мне кажется, некоторым преданным есть необходимость поспать подольше. So Maharaj was expecting all of us to follow all the rules, but at the same time realized if some was not able to come up to the mark, he was sensitive and considered encouraging and inspiring at the same time. То есть он хотел, чтобы мы все соблюдали эти духовные стандарты, в то же время, если кто-то оказывался неспособным на это, он проявлял чувствительность по отношению к его ситуации и старался вдохновить на следование. And even if somebody did little service to Maharaj, and he was very grateful, he would immediately reply to them and express his gratitude. For example, Maharaj would hear some book in the morning while he would do deity worship. So once I went to Maharaj and I had the opportunity to serve Maharaj by reading Srimad Bhagavatam. And one time I was also reading Srila Prabhupada Leelamrit. And after would complete, he would reply with a smile on his face. Thank you very much. Гуру Махарадж всегда проявлял благодарность преданным, даже самое маленькое, незначительное служение, оказанное ему. Например, у меня была возможность читать для него Шримад Бхагаватам и также Прабхупада Лиламриту. Обычно преданные читали ему книги Шрилы Прабхупады в тот момент, когда он поклонялся своим божествам. И когда я почитал для него, он потом
на меня посмотрел с широкой улыбкой и сказал мне спасибо тебе большое. So, I would like express gratitude even for small things. Reading books is not something very big or huge thing, but Maharaj was like expressing that every small contribution done by his devotee is valuable by him. Это не такое уж великое служение книжки вслух читать, но каким бы ни было служение, подношение, вклад, Гуру Махарадж всегда, независимо от ценности этого вклада, всегда выражал благодарность за это. And also, Maharaj was very bold. He did not hesitate to tell the truth for the benefit of the people. Также Гуру Махараджа никогда ничего не останавливало от того, чтобы сказать людям истину, правду, которая принесла бы им благо. So there was like once a big businessman. He came to meet Maharaj in the temple in our big temple in Delhi, Однажды к нам, and yeah, однажды к нам в Делийский храм на Даршан Гуру Махараджу пришел один влиятельный бизнесмен. and he had some hotel chains. Some like some, you can understand, like millionaire, billionaire kind of person. Это был человек уровня миллиардера или там миллионера. And he came to meet Maharaj, and devotees brought him to Maharaj, and Maharaj asked him, "Do you have hotel chains? Do you have five-star hotels?" And he said, "Yes, I have Maharaj five-star hotels." So Maharaj immediately asked him, "Do you also sell beef?" Преданные привели его к Гуру Махараджу. Гуру Махарадж спросил: у тебя в собственности есть пятизвездочные отели? Есть. А мясо ты продаешь там? Тут же спросил Гуру Махарадж его. And he replied, "Maharaj, what can we do? We have to do this because there are international guests in the hotel, and we have for them we have to do it." So Ага. he replied like that. Точнее, не просто мясо, а говядину. И тогда этот человек, этот бизнесмен сказал: а куда деваться, у нас гостиница должна соответствовать международным стандартам, поэтому да, мы это делаем. And Maharaj, without hesitating, he boldly replied that you'll have to go to hell for this. Тогда Гуру Махарадж сказал ему, ничуть не сдерживая себя, просто взял и сказал: так ты за это в ад пойдешь. So, for the benefit of the people, Maharaj never hesitated. He told them on their face. Although Maharaj is extremely sensitive, but when it came to uh, give people to benefit people, he told them direct truths also. То есть Гуру Махарадж всегда был чувствительным к людям и в то же время ради их блага не останавливался перед тем, чтобы прямо в лицо сказать им правду, какова она есть, ради того, чтобы они получили от этого пользу. And Maharajji's life is, if we say look at, is full of austerities. He has shown by his example, and he has done austerity since 1982. Success that we see today, that Maharaj has achieved, what he has done, it came in Maharaj's last 15 to 20 years. С 1982 года, то есть с принятия Гуру Махараджем саньясы, он неизменно находится в этой аскезе, ведет очень аскетичный образ жизни. Реальный успех его проповеди пришел к нему в последние 15-20 лет жизни. Maharaj struggled a lot for the first temple in Delhi, East of Kailash. There were not many devotees, there were not many fundraisers. Only the few devotees who were with Maharaj, they became instrumental to bring funds for the temple construction. And even when Maharaj was able to make first temple, there were not many devotees at that time. Гуру Махарадж прошел через многое, когда строил этот первый храм делийский, и тогда не было много ни преданных, ни тех, кто собирал бы пожертвования на строительство этого храма. Было просто несколько человек, которые действовали как инструменты в руках Гуру Махараджа, поддерживали храм, собирали средства.
And then the next 10 years of Maharaj was like tremendous success. Just like Srila Prabhupada had tremendous success in last 10 years of his life. And our Guru Maharaj had tremendous success from 2003 or 4 onwards. Many devotees came, many temples also came. So many projects came to Maharaj. Но последующие годы, начиная года где-то с 2003 и дальше, это времена оглушительного успеха. Точно так же, как последние десятилетия жизни Шрилы Прабхупады исключительно успешная, точно так же и в случае с Гуру Махараджем, начиная с этого времени, очень много преданных пришло в движение и пошло активное развитие всех проектов. So many temples, so many new projects. Every project is huge, almost like 100 crores or something. Huge money, huge people donating lands to Maharaj. So many devotees coming under Maharaj, becoming leaders, and then they are further preaching, expanded practically in whole of the North India. То есть пошло широкое развитие проповеди по всей Северной Индии. Многие люди присоединились, закрутились проекты, каждый из которых стоимостью в миллионы рупий. Вот такая ситуация. One more incident I remember, Maharaj's earlier servant, personal servant who was serving Maharaj in those days. So he was telling a story that he would wake up sometimes, usually late, because Maharaj is very austere. He would sleep at 12, he will be in Mangalati at 4:30. But he would like young and he would sleep a bit more. So he would get usually late. And Maharaj would come after Mangalati and he would sometimes be sleeping. Один из слуг, ранних слуг Гуру Махараджа вспоминает следующий случай. Гуру Махарадж аскетичный, он обычно ложился спать в полночь и вставал где-нибудь к Мангала-арати, а слуга был помоложе, и ему хотелось спать, ему нужно было спать подольше, поэтому было такое, что Гуру Махарадж шел на Мангала-арати, потом возвращался к себе обратно и видел, что слуга спит еще. And one time, Maharaj was very angry, and because he was trying to wake up, and he would usually get up late. And Maharaj came one time, he was very angry. He said, his name is Supriya Prabhu. He said, Supriya, you pack your bag and leave. Ага. И однажды Гуру Махарадж очень разгневался на него, его зовут Шукаприя Прабhu, разгневался, сказал ему: давай, Шукаприя, чемоданы собирай и уезжай. And then he bowed down to Maharaj. He said, Maharaj, where shall I go then? Шукаприя Прабhu принес Гуру Махараджу поклон, сказал: и куда же я пойду? And Maharaj became cooled down, and Maharaj said, okay, bring my arti plate now. Ага. Тогда Гуру Махарадж тут же успокоился и сказал: ладно, принеси мне этот поднос с параферналиями. So Для арати. Why the first time of Maharaj we see that Maharaj was very strict, but at the same time Maharaj was also sensitive. То есть Гуру Махарадж такой очень строгий, в то же время очень чувствительный. Actually, he was very tolerant and compassionate. He tolerated people. Он очень сострадательный и очень умел терпеть людей. He tolerated disciples. He tolerated, difficulties in the management. Maharaj became the GBC bureau chairman here in India, and since he remained the chairman for the longest period of time in the history of ISKCON. Ему приходилось терпеть и учеников, и различные ситуации в менеджменте. Он стал председателем индийского ISKCON-бюро и в течение продолжительного времени занимал этот пост. And we all can see when we do management and managing devotees, temples, it is very, very difficult task to manage devotees and doing management, heavy management, especially managing a spiritual organization, is become so difficult. Все мы знаем, что управлять преданными, управлять проектами – это дело тяжелое,
особенно когда речь идет об управлении духовной организацией. Because in the spiritual organization, we don't pay any salaries to people. We have to get them do service without paying anything, and then comes so much of tolerance, sacrifice, austerities. Почему? Потому что в духовной организации никто не получает зарплату за совершение того или иного служения, и вся эта сфера служения связана с такими понятиями, как терпение, самоотдача и так далее. Practically, we see Maharaj as tolerance personified, and we learn from his character that how much tolerance, compassion, and sacrifice we need to make in order to practice Krishna consciousness and then preach Krishna consciousness. На примере Гуру Махараджа, наблюдая за различными проявлениями его характера, мы можем видеть, сколько терпения, смирения и самоотдачи требуется для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы продвигать это движение. So, from Maharaj, all the devotees practically in India draw so much of inspiration from Maharaj's character, personality, and Maharaj's compassion. And we want to carry out the same legacy forward uh, to show the same compassion and tolerance, or at least be inspired to show compassion and tolerate what he has shown for us. Своим характером, своим терпением и состраданием Гуру Махарадж очень многих вдохновил. Теперь мы хотим нести, тоже быть носителями этого наследия и тоже проявлять эти качества. Ну или хотя бы мы хотим хотеть проявлять эти качества. And Maharaj has shown that how Krishna consciousness can be preached and how it is not possible without tolerance, compassion, and sacrifice. All these divine qualities we have to inherit in our character to propagate the message of Krishna consciousness for the humanity. Для того, чтобы на благо человечества проповедовать сознание Кришны, мы должны унаследовать у Гуру Махараджа эти качества: смирение, терпение, сострадание, самопожертвование, эти качества, которые необходимы для проповеди, которые он показал нам на собственном примере и явил нам. So, how long Prabhu wishes shall continue? Well, basically, time is over. We can take some questions if questions are there. So the class is over from my side. If devotees have questions, they can ask. Все, лекция закончилась. Если преданные есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задайте. Хари Кришна. Харибол. So I think there are no questions. Вопросов, похоже, нету, да? Так, сейчас. Хари Кришна, можно задать вопрос? Да, ну, конечно, можно. Давайте. Матаджи Судеви is going to ask your question. Yeah, please. То есть вот мы знаем, что ежегодно, традиционно в декабре марафон Шрилы Прабхупады по распространению книг. И можете коротко рассказать, то есть, как вот у вас в Газиабаде все это организовано? В Дели вот они уже официально начали с середины ноября, уже марафон идет. So usually we have this book distribution marathon on December, and in Sri Sri Radha Parthasarathi temple they've started from middle of November, and Mataji Sudevi, she's just asking how everything is organized in Ghaziabad temple. Yeah. So, as Srila Prabhupada loved book distribution so much, it said book distribution is like the heart of Srila Prabhupada. And our Guru Maharaj also took the same spirit because Bhakshan Thakur, came it from Bhakshan Thakur, and our Guru Maharaj took it from Srila Prabhupada. So Guru Maharaj emphasized book distribution so much in Delhi. Это настроение распространения духовной литературы изначально взято у Бхактисиданты Сарасвати Такура. Шрила Прабхупада унаследовал это у Бхактисиданты Сарасвати, Гуру Махарадж унаследовал у Шрилы Прабхупады, и все они, и Шрила Прабхупада, и Гуру Махарадж, подчеркивают важность распространения книг.
And in fact, Maharaj inspired us so much. Then, when I joined first time in the year 2010, the first service that we were doing was actually book distribution. Гуру Махарадж очень вдохновлен распространением книг. Когда я присоединился к Искону в 2010 году, первое же служение, которым мы занимались, это было распространение книг. And Maharaj implemented so many techniques of book distribution here in Delhi NCR. So there are many techniques which we usually employ. The one idea was like we were having a book caravan where devotees would travel to different places and distribute books, stay for a while, then go to different place like that. Есть разные техники и методы распространения книг, которые Гуру Махарадж внедрил в практику. Одна из них – это путешествующие группы распространителей книг, когда группа едет куда-то, распространяет там эти книги, оставаясь там на какое-то время, потом переезжает в следующий населенный пункт и так далее. Devotees would go to streets and do Harinam Sankirtan and book distribution side by side, which is I think very common all over the world. Бывает распространение книг на улице, бывает распространение книг одновременно с проведением харинамы. Это все известные методы, они много где используются. Here in India, we also look for some special occasions, for example, wedding, so which is like considered a special occasion. So we would approach, for example, uh, the person who is in charge, who is looking after the marriage and everything, like parents or something, and would request them that you gift something to your guests. So why don't you gift Bhagavad Gita, which could be the best gift for them? В Индии мы приглядываемся, отслеживаем, происходят ли где-то какие-нибудь мероприятия, например, свадьбы. Если где-то какая-то намечается свадьба, мы обращаемся к организатору и говорим: вот есть Бхагавад-гиты, у вас будет много гостей на свадьбе, почему бы вам не подарить Бхагавад-гиты гостям? And also we would sometimes approach to people like people in schools, principals, for examples, or some in college. Uh, we would do a little bit program for them for half an hour, 40 minutes, like that. And then we would request the principal himself that what do you think if you could like sponsor Bhagavad Gita for your students? Иногда бывает, мы обращаемся к директорам школы, колледжей, проводим там программу минут на 30-40, и потом обращаемся к этому ответственному лицу, говорим, почему бы вам не взять на себя финансовое покрытие на приобретение Бхагавад-гит для студентов и для школьников, для студентов, в зависимости от того, школа, колледж. And many techniques. I don't know what works in Central Asia, but here sometimes we even would stand on red lights, because the cars stops for a while. And in that little time, we would like approach people and would give them Bhagavad Gita. Can you please look at it? This is such a wonderful book. You can have this. Иногда мы распространяем книги водителям, то есть вот едут машины, на какой-то момент они остановились, в этот момент можно подойти к машине, к водителю и предложить книгу. Какие конкретно методы работают в Центральной Азии, я не знаю. So these are some of the techniques which we apply, and rest I think there is lots of inspiration from the Lord. So you can also like try and invent some new techniques, new ways. Of course, it should be legally allowed. I don't know what works there, so that matters. То есть вот есть такие методы, можно все остальное, то есть вот есть эти методы, к этому что еще добавляется вдохновение, источником которого является Верховная Личность Бога. Что касается техник, то помимо этих общеизвестных можно изобрести еще какие-то новые, главное, чтобы они не противоречили местному законодательству. Okay. Хорошо. Тике. Okay. Тике. Харе Кришна. Hare Krishna. So thank you very much to all the devotees. Спасибо. I would like to express my gratitude to all the devotees who have joined today, and it's my special pleasure to be able to speak
to the devotees of Central Asia for the very first time. So I'm very happy and grateful to have the opportunity to do some service. Спасибо большое, преданные, за возможность участия в этой программе. Это первый случай, когда я проповедую для преданных, провожу программу для преданных Центральной Азии. Это моя привилегия. Харе Кришна. Хари Кришна. Нрисимха Прабху, спасибо вам большое. Мы тоже хотели вас поблагодарить за то, что вы поделились своими историями о Гуру Махараджа, видением. Спасибо большое. Madhava-Puri Prabhu is expressing his gratitude for sharing these stories about Guru Maharaj and for sharing your inspiration. Yeah. Thank you, Prabhu. Thank you so much for your kind. All of you give me blessings. I ask for blessings from all of you so I can grow deep in devotional service and carry out the order of our Guru Maharaj Srila Prabhupada and preach at least in India and maybe outside after that. Адбхута Нрисимха Прабху просит у всех нас благословения на то, чтобы и расти в духовной жизни, и углубляться, и становиться все более и более лучшим инструментом в деле проповеди и в руках Гуру Махараджа, и на то, чтобы проповедовать по меньшей мере в Индии, а если повезет, то и за ее пределами тоже. Харибол. 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 Srila Prabhupada ki jai. Киджай. Хари Кришна. Thank you very much. Гопал ki jai. Jai. Нрисимха Прабху ki jai. Ананта Коти ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanande. Харибол. Haribol. Ванчкалпатарубья чакри пасинвева чапатистанам паванабьо вайшнавабьо намо намаха. Namo Namaha.